Приветствую, друзья! Если вы проживаете в сельской местности, то отсутствие автомобиля может стать критичной проблемой в вашей жизни в Великобритании. В предыдущем видео мы касались автомобильных вопросов, с которыми сталкиваются украинцы, да и люди из других стран, прибывшие в Англию для временного проживания. Посмотрите это видео, ссылка в правом верхнем углу. Данное видео о том, как приобрести недорогой подержанный автомобиль в Англии. Прежде всего, вы должны понять, а нужен ли вам автомобиль в Британии? Может, лучше использовать общественный транспорт? Потому что наличие автомобиля предполагает дополнительные платежи, о которых я расскажу ниже. Для поиска автомобиля в Великобритании вы можете взять несколько сайтов. Я размещу несколько ссылок под этим видео в описании. На этих сайтах вы можете выставить фильтр, свои критерии и мониторить рынок. Дешевые автомобили до 1500 фунтов быстро распродаются. Если у вас есть бюджет, вы можете купить себе хороший подержанный автомобиль с гарантией. Это возможно в Британии у дилера, не у частного продавца. Сайты, которые я указал в описании, позволяют найти машины как у дилера, так и у частных продавцов. Когда вы покупаете авто у дилера, то он обязан по закону дать вам гарантию. Это может быть месяц, полгода, год. Все зависит от авто и цены. При этом, если возникнут любые проблемы, вы даже можете вернуть авто с возвратом денег. Либо дилер вам может произвести ремонт за свой счет, если машина реально не по вашей вине повреждена. Поэтому с дилером это более безопасная сделка, но цены выше, чем у частных продавцов. Если вы разбираетесь в автомобилях и в той модели, которую вы ищете, то выбор недорогого автомобиля возможен, конечно, у участников. Многие продавцы выставляют объявления на ресурсе Facebook. Это может быть платформа Marketplace или местные группы. Рассматривая эти группы, вы можете найти нужный вам автомобиль недалеко от места вашего проживания. Частники бывают разные, нужно смотреть на хозяина. Если хозяин британец, то он скорее всего даст вам полную информацию по машине. В Британии очень открытая система по учету автомобилей. Существуют различные сервисы для проверки. Например, загрузив на свой телефон приложение Vehicle Smart, можно проверить любой автомобиль с британским номером. Все машины проходят обязательное ежегодное техническое освидетельствование. По номеру авто можно просмотреть историю прохождения ТО за все года регистрации, а также замечания, которые были выявлены в результате этих ТО. Часто можно увидеть очень дешевые автомобили. При этом указано, что автомобиль имеет категорию C, D, N или S. Это машины, которые были списаны страховыми компаниями. Списание означает, что у машин были такие повреждения, стоимость ремонта которых превышала остаточную стоимость самой машины, и страховая компания выплатила хозяину стоимость автомобиля. Такую машину уже нельзя страховать, ее необходимо восстановить своими силами и зарегистрировать по новой DVLA, получить новый техпаспорт, а потом уже страховать, возвращать автомобиль на дорогу, как говорят в Британии. В основном такие машины покупаются людьми, которые либо готовы сами отремонтировать, либо покупаются на запасные части. Поэтому будьте внимательны с дешевыми автомобилями. Процедура оформления сделки купли-продажи автомобиля очень простая в Великобритании.
Свидетельство о регистрации автомобиля, или то, что у нас называется техпаспорт, представляет из себя большую бумагу 22 формата, в которой есть много разделов. В том числе там есть зеленая форма, в которую вводятся данные покупателя. Эта форма отрывается в случае продажи и передается новому владельцу. Остальная часть техпаспорта отсылается почтой в DVLA бывшим хозяинам или заполняется специальная форма онлайн на сайте gov.uk. Это на выбор продавца. Небольшой зеленый листик бумаги является техпаспортом автомобиля для покупателя до того времени, пока новому владельцу по почте не придет новый большой документ о регистрации. Сразу после того, как вы оформили сделку, перед вами встает вопрос страховки. Без страховки вы даже не можете уехать на только что приобретенном автомобиле домой. Можно приобрести однодневную страховку, чтобы уехать домой, либо же запросить доставку машины на эвакуаторе. Покупка страховки – самый сложный вопрос, потому что она дорогая. Реально дорогая для тех, кто живет недавно в Англии. Если вы покупаете недорогое авто, то стоимость страховки может быть больше стоимости самого авто. Есть много ресурсов, где можно рассчитать стоимость страховки для себя. Вы вводите свои данные автомобиля и получаете предложения от страховых компаний. Далее несколько советов по уменьшению стоимости страховки. Прежде всего, можно обратиться к страховым брокерам, которые профессионально занимаются поиском таких эконом-вариантов. Если же вы решили все-таки заняться этим самостоятельно, то существенно сэкономить на страховке получится в случае вашей регистрации не в большом городе, а в отдаленной деревне. Потому что в Лондоне, например, страховка будет намного дороже. Следующий совет – внести страховку британца, который имеет историю беспроблемного вождения, а себя указать в качестве дополнительного водителя. Тогда вы получите более выгодные предложения от страховых компаний. Важным моментом для экономии является выбор даты начала страховки. Если страховка начинается завтра, то это будет дороже, чем если вы оплатите страховку, которая начнется через 10 дней. Есть страховые компании, которые предлагают франшизу, тем самым уменьшая стоимость страховки. Существует возможность ежемесячного платежа, что не так сильно скажется на вашем бюджете. Надеюсь, все эти рекомендации или некоторые из них помогут вам снизить стоимость страховки. Еще одной существенной статьей расходов по машине является ежегодный налог на дорогу, который также нужно обязательно заплатить. Это постоянная цифра, которую уменьшить нельзя и которая зависит от модели вашего авто. Эту цифру вы заранее можете узнать также из вышеупомянутой программы VehicleSmart. Следующий вопрос, который нужно предусмотреть, это парковка. Если у вас нет паркоместа, то нужно обращаться в сервис, где вам предложат оплатить годовую парковку в районе вашего проживания, чтобы избежать штрафов. Вам выдадут специальную карточку на лобовое стекло. Альтернатива – это оплатить каждый раз за парковку, что гораздо дороже. Следующая статья расходов – это ежегодный обязательный техосмотр, за который тоже нужно платить. В идеале перед продажей хозяин проходит техосмотр, что является гарантией нормального технического состояния автомобиля, и тогда вы оплатите его аж через год. Проверить наличие технического свидетельствования можно в той же программе VehicleSmart.
Ну что ж, друзья, вы видите, что покупка даже недорогого автомобиля в Британии влечет за собой значительные расходы, к которым нужно быть готовым. А наличие автомобиля дает много преимуществ, может решить вопросы с работой, позволит вам путешествовать. Вы можете также путешествовать с моим каналом по этой удивительной стране. Подписывайтесь, активируйте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будет много интересного. Ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующем видео. Будьмо!